Приветствую всех! Меня зовут Виктория. Мое имя, возможно, на все языки переводится как «Победа». И я кристальная душа. Такой термин пришел недавно. И я хочу поделиться с вами то, что я вкладываю в это понятие. Хотя сейчас мой порыв, мое видео, это делается интуитивно. Но всю жизнь моя суперинтуиция приводила меня к новым откровениям, к виткам, виражам жизни, которые дают рост и дают силу. Я суперэмпат Хейока. Так называют это в литературе. И у меня было суперсильное, супермощное взаимодействие с теми, кого я называю всадники апокалипсиса. Те люди, которые представляли противоположность всем качествам светлой триады. И у меня было то, что называют взрывом, суперновой Хейока при взаимодействии с нарциссом. В данный момент я записываю видео, которые посвящены этому. Это серия видео, где я выступаю от своей роли, рассказываю через свою призму историю. Моя серия видео не построена на то, чтобы свести счеты. Моя серия видео построена на ознакомительный характер для людей и на предупредительный характер для того нарцисса, который переживает сейчас агонию. Кристальная душа, возможно, этот термин употребляется в других источниках с другим смыслом. Что я имею в виду? Я вижу и знаю не только как эмпат уровня Хейока. Мое видение, оно заключается и в несколько других вещах. Так, в какое-то время я стала видеть программы духов, людей, стадии развития душ. Я стала видеть то, что души людей смертны. И это значительно разнится с тем, что написано в литературе. И действительно, души находятся на разных стадиях развития, начиная от гадов ползучих, до птиц, до человека и ангелы. Всю жизнь я иду интуитивно, я не следую никакой религии, и мои знания интуитивны. Я мало что читаю, лишь только по наитию тогда, когда требуется сбор информации, и то это представляет практически случайный характер, который не случайен. Так и для подготовки видео я использовала некоторые источники, которые говорят про эмпатию. И я с удивлением обнаружила, что про проявление суперэмпатии, тем более то, что касается взрыва сверхновой, указано только на англоязычных каналах. Поэтому то послание, которое я буду передавать сегодня, я буду монтировать с титрами на русском и на английском языке. На мой взгляд, это послание должно достичь ушей и глаз тех, кому оно посвящено. Итак, я вижу стадии развития душ людей. Они смертны, но возможно достичь бессмертия души. И это тернистый путь, и это путь не за один месяц. И это есть программа развития, тот самый переход, когда переходится в другие эпохи, как сказано, когда отметается любая игра эго и ангелов и тьмы, и ангелов и демонов. То есть это все остается внизу, позади. Возможно, те, кто соединяется с родом или изучает религии, их путь таков, чтобы остаться под колпаком дуальности. Но тех, кого я называю кристальные души, жемчужные души, их путь лежит дальше. И на мой взгляд, кристальные души и жемчужные души – это обозначение материала души. И есть качества, которые каждая душа несет в мир. То есть есть качества, которые отличаются от качества духа, сознания, души и тела. И есть у каждого человека свой стержень, который вскрывается ближе к человеческой душе. Стержень качеств – это и есть его индивидуальный набор. И в какой-то момент мне пришло мое ключевое качество по духу – это кристальная чистота. Хотя я себя называю кристальной душой, но кристальной чистоте соответствует качество в душе любовь. Это интересные миксы, когда качество на качество накладывает и проявления разные. Потому что милосердие, оно тоже может проявляться по-разному. Милосердие Иисуса Христа, оно одно. Милосердие, приправленное воздаянием, или те, кто отвечает за воздаяние по карме, оно совершенно другое.
Так вот, я приняла сегодня послание для тех, кто является жемчужными и кристальными душами. Но в целом они несут и в духе, и в душе определенные качества. И, возможно, на данный момент я не знаю до конца, но на мое ощущение, кристальные души, они должны обладать разными качествами чистоты в духе, которые синхронизируются с определенным качеством в душе. Это и обуславливает высокую эмпатию. И вообще, то, что касается суперэмпатии, кое-где заложены коды, потому что это развитие в путь, это развитие в жизнь, но очень стройное, четкое, по прописанной дороге и по прописанным кодам. Сегодня те слова, которые родились во мне, я знаю, чьи получаю я послание. Вы просто вникните в смысл. Кристальные и жемчужные души. Я думаю, несмотря на разность языков, разность определений, но вы должны прочувствовать этот импульс и то, что это посвящено вам. Время кристальных людей пришло. Кристальных, жемчужных. Отныне ваша задача настраиваться друг на друга во всех уголках Терры. Общаться телепатией, сонастройкой. В этом ваша сила и непоколебимость. Вы и до этого не особо зависели от внешних событий людей, но ваше существование было больше вовне, на вопрос взаимодействия с другими людьми, на их учебу. Сейчас пришло время аурум. Слушать и слышать. Образовывать кристаллическую решетку, обеспечивать себе переход. Обеспечивать себе открытие пространств в теле, достаточных для возникновения других суперспособностей, как украшение вашей диадемы, которую вы по праву обладаете, и достойно распорядитесь дарами. Вы синхронизированы с городом в небе. Настраивайтесь друг на друга. Настраивайтесь на ту, что приняла это послание. Ваше время пришло. Те, кто идет за вами, как щенята, задача которых самостоятельно научиться плавать и плыть за вами. 100% доверие, только оно их спасет. Отныне путь, чтобы они не утонули, всецело в их ответственности. В их ответственности помнить и видеть вас, свой маяк. Ваша задача отныне не возиться с ними, а просто светить.